Привет, друзья! Продолжаем верстку нашей главной страницы магазина мебели. И сразу давайте внесем очень важные правки, а именно класс контейнер. Добавим свойство box sizing и значение content box. Что это нам дает? Давайте посмотрим на ширину. Сейчас она у нас 1260, по макету 1230. И как раз с помощью свойства box sizing content box мы задаем внутренние отступы, так называемые отступами безопасности, то есть их делаем по сути внешними, по 15 пикселей по краям, и как раз 1230 плюс 30 получается 1260, а сама ширина контейнера остается прежней 1230. Теперь мы можем продолжать. Так, перейдем к следующему блоку. Проанализируем его. Он состоит из заголовка, текста. У нас уже все для этого готово. И изображений. Раз, два, три. Но видим также, второе изображение немного выступает вверх. Это мы также должны учесть. По ширине контейнера здесь не совсем все ровно, не совсем все удачно, но мы можем даже сами чуть-чуть подправить. Вот, примерно так оно и должно быть. 1145. Мы сделаем свой контейнер. Так, перейдем в код. Добавим новую секцию. Назовем ее Collection. В ней создадим контейнер. И сразу добавим блок Pop. Но мы можем даже сразу перенести, раскомментировать, добавить Collection Pop и перенести наш заголовок и текст. Под ним расположить три картинки. Images. Можем добавить отдельный div для каждой. Так, давайте посмотрим. Ага, тут очень громоздкие картинки. Интересная задумка. JPEG. Можем качество сделать получше немного. AMG. Папка Collection. 01. 02. И так. Мы не видим наш... Ага. Тут очень все непросто. Вот. Теперь получилось выделить то, что нам нужно. 0.3 JPEG. И просто теперь добавляем AMG Collection 01 Alt Image, второе 02 и третье
соответственно, 0,3. Проверяем. Видим 3 картинки, заголовок и текст. Так, для текста мы, видимо, не задали те стили, которые нужны. Это все поправимо. Так, текст 20 пикселей и жирность 400. Находим его. 20 пикселей, жирность 400. В плане отступов здесь 20, здесь также 20, 20, 20. В плане отступов также зададим 20 от заголовка. Хотя для общих блоков не совсем хорошая практика указывать отступы, потому что они могут всегда и измениться. Блок по центру расположен. Делаем флекс контейнером колонку и расположим по центру. Так. Перенесем стили Style CSS. Hero, Advantages и ниже укажем наш блок Collection. Перенесем. Посмотрим по отступам. Сверху 60, снизу 64. Padding топ 60 пикселей, Padding bottom 64. От топ вниз 46, это не совсем то. Скорее 84. 84 пикселя. Ага, и контейнер. Также мы не забываем, что здесь 1145. Максвид 1145 пикселей. Наши картинки 40 пикселей между собой имеют отступ. Угу. Gap 40 пикселей. Так. Сами картинки у нас 434 высотой. AMG. Height 434 пикселя. Вид 100%. Object Width Color. И теперь у нас должно что-то похожее быть. Да. Единственное, вторая картинка немного выходит вверх на 38 пикселей. Это важно. NTH Child вторая. Margin Top минус 38 пикселей. Так. И нам где-то нужно взять border radius наших картинок. Сделать это, как я понял, будет не с руки, не очень просто. Угу. Ага, вот видим в коде 70 пикселей. У первой картинки image and first child AMG 70
Так. Второй нету. И у третьей, соответственно, 70, но снизу. Да. NTH Child 2. Вот он у нас уже есть. Только мы добавим AMG и уберем Margin Top. Скажем Border Radius. Да, чуть-чуть не туда. Вот. Теперь все как по макету. Отлично. Давайте смотреть адаптив. Угу, видим, что изображения сужаются. До планшета все кажется более-менее неплохо. На планшете нужно уже уменьшать высоту и уменьшать отступ можно также. Вот это я возьму. Вот это нам можно убрать. Так. Отступ 25 пикселей, высота 350. Вот. Уже получше. И нам нужно как-то до мобильной дотянуть. В принципе, все неплохо. Все очень даже неплохо. На мобильной версии мы еще сужаем. 15 пикселей. И еще уменьшаем высоту. Так. В принципе, до 600 у нас все более-менее неплохо. Но потом у нас все не так, как надо. Мы можем попробовать даже убрать полностью отступ, но да, это не будет хорошо смотреться. Вот, если мы на мобильной версии сделаем по высоте 250 пикселей, то у нас все вроде как очень даже неплохо будет до определенного момента. М, 200 пикселей. Вот. Так. Очень даже неплохо. В принципе, все видно. 180 можем поставить. Мгм. Так, для нашего блока с заголовком мы укажем текст line center еще. Угу. И на мобильной версии уменьшим наш заголовок до 25 можем попробовать. И текст заодно тоже уменьшим. Нет, давайте только заголовок. 27 неплохо. Отступ мы оставим тот же. Отлично. Сверху, снизу
мы также можем подредактировать для collection, чтобы не был слишком большим. По 50 хотя бы сделать. 50, 54. Вот. Супер. Так, и вот от топ также можем уменьшить 84. 65 спокойно можем сделать collection топ. 65 пикселей. И перенести это, соответственно, ниже. Вот. Видим, что адаптив нашего блока полностью готов. И он подстроится под любые изображения. Мы не стали здесь ничего переносить, так как я не вижу в этом особого смысла. У нас и так все выглядит очень даже неплохо. Посмотрим на следующий блок и попробуем его проанализировать. Вот он у нас. Он состоит из контентной части и изображения. Под изображением прячется какой-то декоративный элемент. В контентной части есть заголовок, текст и ссылка. Хорошо, это мы запомнили, и давайте теперь перенесем в код. В индекс HTML создадим новую секцию с классом, пусть будет space. В ней добавим ограничивающий контейнер. И внутри него создадим еще небольшую оболочку, в которой и поместим контентную часть, контент, и изображение. В контентной части, как мы уже с вами обсуждали, добавим заголовок. В принципе, мы даже можем с вами добавить тот блок, который мы заранее подготовили. Давайте попробуем. Так. И чуть-чуть еще подровняем. Space Content можно сделать Space Top. И добавить вот сюда. Теперь нам это не нужно. И теперь добавляем заголовок, текст и ссылку. Для ссылки мы также уже прописали заранее стили. Link. И теперь смотрим на магию. Мы ничего не добавляли в стиле прямо сейчас, но мы видим, что уже практически все готово. Отлично. Далее, в правой части мы видим изображение. Можем его скачать. В отдельную папку. Посмотрим на декор, что он из себя представляет. Так, он куда-то у нас спрятался немножко. Вот он. Угу. По сути, обычный круг. Мы его сможем легко нарисовать.
Так, добавим картинку. AMG Face 01. Image. Перенесем все это дело в стиле. Так. Оставим комментарий. Посмотрим на отступы. Сверху у нас все хорошо. Надо добавить снизу. Снизу 60 маржин, внешний отступ. Внутренние также 60. Так и запишем. 60 пикселей. Паддинг 60 пикселей. И скорее всего 0. Либо мы можем добавить 40. Справа 0. Снизу 60 пикселей. И слева 40 пикселей. Так, для боди мы укажем display grid. Добавим отступ 62 пикселя. Выровняем по центру вертикали. Так, посмотрим. Вроде бы все у нас неплохо. Единственное, здесь по левому краю все выровнено. Это мы можем также подправить с помощью модификатора. Top header left. Align items flag start. И text align left. Top header left. Мы просто добавляем модификатор. Оп, отлично. Так. Space Top нам пригодится. Space Top. И от текста добавляем отступ 30 пикселей. Отлично. Сам текст имеет line height, межстрочный интервал. Сейчас посмотрим какой. 195 пикселей. Возможно, он везде такой. Да. Поэтому сразу его укажем в общие свойства. Top header текст. Line height. Для изображения я попробую воспользоваться небольшой хитростью. Сейчас вам покажу. Position Relative. Top 0. Object Fit Cover. Так. И для Space Image пробуем задать паддинг. 65%. Вот, отлично, уже что-то у нас вырисовывается. Но нам нужно задать определенные размеры. Все-таки я попробую поменять немного структуру. Сделать флекс контейнером. И задать нашей картинке определенную ширину. Если я смогу до нее достучаться, да, вот 500. Флекс 500 пикселей. Угу. А контентная часть 514.
Так. Space Top 514. Посмотрим. Так. Так, уже ближе к делу. Мы видим, что ширина 500, а высота 580. 754. Высота, вернее, 780, но это не совсем то, что нам нужно. Мы просто подправим процент. 756, где-то 62 и вот 62,84. Так, отлично. И я сейчас покажу, для чего я это все делал. А это делал лишь для того, чтобы при адаптиве у нас изображение уменьшалось как по высоте, так и по ширине. Мне очень нравится данный метод, данный способ, особенно для картинок. Он очень полезен в верстке. Так, картинка у нас имеет определенный border радиус. Сейчас мы его найдем. Вот он. Добавим. Отлично. Конечно же, мы забыли про фон самого блока. Вернее, я забыл, как-то упустил это все из виду. Так. Хорошо. Нам остается только добавить декор. Этот вот кружочек зеленого цвета. Сейчас этим займемся. Расположен он посередине изображения и справа. Так, сохраним фон. Before. Топ. Попробуем топ 50%. Right минус 20 пикселей. Transform минус 50%. Background color. Вот он. И 372 на 372 пикселя. Ширина есть. Z-индекс минус 1. А у изображения Z-индекс 1. На 68. Ну, посмотрим сначала, что у нас вообще получается. Так, отлично. И, конечно, закруглить. Border радиус 50%. Так, проверяем адаптив. И видим, что у нас возникают проблемы из-за псевдоэлемента. Чтобы это подправить, сейчас попробуем воспользоваться также одной хитростью. Добавим блок wrapper и в него разместим шапку, main и header. Для этой оболочки, для нашего wrapper,
мы зададим display flex direction column, min height 100% и overflow hidden. Вот. Вот. Видите, наш лайфхак сработал. Конечно же, мы чуть-чуть не видим наш кружочек декор. Чтобы его увидеть, нужно добавить зеленый паддинг. 113. Попробуем. Так. Space Image. Margin. Давайте с помощью внешнего отступа 113 пикселей укажем. И теперь в любом случае мы видим его. Изображение уменьшается отзывчиво. На 992 все неплохо. И мы можем уже уменьшить этот отступ. Margin right 70 пикселей. Так. Вот. Поменьше сделаем. Вот, стоп, справа мы 70 указали. Можем указать и 50 спокойно. Так. Хорошо. Угу. В принципе, на 767 мы уже можем переходить в одну колонку. Посмотрим, как это будет выглядеть, правда. Так. Flex Direction Column. И вот стоп сразу добавим 25 пикселей. Угу. Изображение пропало. Это нормально. Без паники. Так. Space Image. Угу. Выше мобильной версии мы перенесем. И для топ то же самое сделаем, так как ниже нам это уже не нужно. Ниже зададим ширину для изображения 100%. Так, интересно. Мы немного не туда это все указали. Space Body, Space Image. Вот здесь все как раз таки правильно. Подправим немного изображение. Увеличим, чтобы наша девушка была видна. Так. И начнем уменьшать. Отступ можно указать чуть больше, 35 пикселей. И в целом наш адаптив уже готов. Отлично. Единственное, можно подправить отступы. Угу. Space. Так. У Space нам сбоку, по сути, не нужны отступы.
уже на мобильной версии, поэтому добавим их выше просто. Space, space, space. Так, так, так. Ну, мы можем, в принципе, и поменять. Давайте поменяем. Пятьдесят и 0. Так, что-то я, видимо, не туда. Space. Да, конечно, не туда. Витамин вид. А вот теперь туда. Хорошо. Но теперь картинка прилипает, видим, что к левому боку. Это из-за того, что мы указывали margin right. Тоже поправим. Space image, margin right 0. Все. И еще можем чуть-чуть подправить наш декор, чтобы кружочек был заметен. Справа минус 14 пикселей. Right минус 14 пикселей. Супер. Мне адаптив нравится. Сверху, снизу можем задать поменьше. К примеру, 50 пикселей. Этого будет достаточно. И видим, что наш блок полностью готов. Идем дальше. Проанализируем его. Сверху блок с заголовком и текстом, который у нас уже готов. Снизу, как я понимаю, это ссылки. Ссылка 1, ссылка 2 и ссылка 3 на какую-то категорию товаров. Хорошо, давайте перенесем это в код. Свернем все ненужное. Создадим section с классом browse. Контейнер. Так, здесь мы видим, что сам блок немного меньше нашего ограничивающего контейнера. Мне кажется, он, как и вот следующий, будет равен вот этому блоку, если выровнять все по центру. Поэтому так и сделаем. Далее добавим наш готовый блок. Browse. Оп. Перенесем заголовок и перенесем текст. Ниже этого блока мы расположим наши ссылки. Links. Как мы с ними поступим? Можем добавить изображение и заголовок в ссылку, либо
либо сделать отдельно ссылку на изображение и на заголовок. Давайте все-таки попробуем сделать все с одной ссылкой. Линк, изображение, которое будет, и какой-то заголовок. H4. Link title. Так, перенесем изображение. Первое. Второе. И третье. Найдем их. Перенесем название заголовков. Посмотрим, что у нас получается. Получается все неплохо пока что. Но будет еще лучше. Стили. Копируем. Блок Browse. И все ненужные стили сразу уберем. Так. От верхнего блока отступ 50 пикселей. Наш контейнер, если не ошибаюсь, 1145, да. 1145. Макс вид 1145 пикселей. Сами ссылки сделаем grid контейнером. Между ними отступ 20 пикселей. Дисплей блок. Так, так, так. Ага. А в нашем случае это дисплей flex. Колон. 30 пикселей. Посмотрим. Так. Отступ вниз 60 пикселей. Либо здесь скорее не внешний отступ, а внутренний. Парень bottom 60 пикселей и зададим сразу border. Border у нас вот такого цвета. 1 пиксель. Solid. Так. Сейчас мы его не увидим, потому что нам нужно задать еще margin. Внешний отступ до следующего блока. 60 пикселей. Посмотрим на наш бордер. Так. Появился. Наше изображение. У них какой-то border радиус также присутствует. Но пока что я не могу понять, какой именно. Вот, 10 пикселей. Browse link. Десять пикселей. Ширина 100%. А вот высота 480 пикселей.
Так, так, так. Мы видим, что изображение не то скачали, но ничего. Сейчас мы найдем именно то. Вот оно. Ага. Значит, подключили не то. 3. 3. И теперь добавим hover эффект на ссылку. При хавере наша картинка будет увеличиваться. Так, скорее всего, у нас не получится такое провернуть, но мы попробуем все равно обойти систему, добавить div, div browse image, и ему добавить browse overflow hidden. Так, отлично. И добавить border radius. Угу. Самому изображению плавности не хватает. Transition. Transform 0,3. Так, и поменяем еще на остальных картинках, хотя тоже очень неплохо выглядит. Но хочется все-таки оставить на месте изображение, и чтобы оно не выезжало так сильно за пределы. Так, 2 и 3. Проверяем. Хорошо, плавно все у нас увеличивается. Смотрим на адаптив. А, еще для ссылок проверим шрифт. 24 пикселя. 600. Угу. Есть такое. И посмотрим, как будет меняться при адаптиве наш блок. Угу. До планшета опять-таки все неплохо. На планшете мы уже меняем высоту нашей картинки. Вместо 480 мы поставим 350 пикселей. Угу. Так. И на 767 еще уменьшим. Попробуем 280. Так, 280. В целом неплохо. Но на 600 хотелось бы все-таки перенести в отдельные блоки, в одну колонку. Давайте так и сделаем. Для links добавим новый медиа запрос. 600 пикселей. Сделаем. Ага, мы можем попробовать две колонки. Кстати говоря, две колонки сначала. Будет неплохо смотреться. 25 пикселей. Угу.
Так, а вот ссылка. Ага, link row gap 30, 30, да. А для link row gap 15 пикселей. Тогда 30 между ними. Так. По ширине. Угу. По ширине не хотелось бы также ограничивать никого. Вот. Для browse image зададим вид 100%. Отлично. Доходим до маленьких телефонов и переносим все в одну колонку. Чтобы на наших смартфонах все было отлично. Так. Так. Можем добавить немного высоты еще. К примеру, 330 пикселей, чтобы больше было видно. Browse image. Height 330 пикселей. Так. И от верхнего блока уменьшим расстояние до 25. До 30. Так, до 30. Browse stop. 30 пикселей. Сверху мы также уменьшим внутренний отступ. Ага, это вернее через Space регулируется. Через Margin. Space Margin Button 50. Так, хорошо. А в Browse Margin Button также 50, поэтому мы просто можем через запятую добавить. И Padding Bottom, соответственно, тоже 50. Так, хорошо. Я надеюсь, что вы досмотрели данный видеоролик до конца. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если данное видео было вам полезно, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного. А в следующей части мы разберем оставшиеся несколько блоков, которые также будут очень интересными и очень полезными. Спасибо, друзья, и до встречи в следующих видео.